Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня в этом обзоре ты сможешь узнать детально о наушниках Oppo Enco W51, и я ранее не имел опыта вообще с этим брендом в отношении гарнитур, поэтому буду исключительно сосредоточен на этой модели. Никаких других сравнений, все по факту как есть. Я проверил и звук, и автономность не только по заявленным характеристикам в документации, но и самостоятельно все перепроверил. Поэтому давайте будем знакомиться. Заказывалась эта гарнитура на сайте AliExpress, ссылка есть в описании, в полном комплекте, как вы сейчас видите. Была доставлена вот в такой вот упаковке. Внутри мы помимо самих наушников получаем дополнительно держатель из силикона, который с легкостью удержит их на шее и не позволит вам их упустить на пол. Это специальный защитный чехол, который я рекомендую обязательно приобретать, потому что у чехла есть свои минусы, и дальше мы о них поговорим. И сами наушники. Вот они, Oppo Enco W51. Аксессуары мы рассмотрим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим внешний вид упаковки, содержимое и будем смотреть на сами наушники с кейсом. Упаковка премиальная, в жесткой картонной упаковке. С обратной стороны все на китайском, но на данный момент уже начали выпускать глобальную версию, то есть международную, где должно быть все на английском языке. Характеристики мы рассмотрим немного позже, но хочу заметить, что у нее довольно смешное кодовое имя Yeti 21. Помимо официального названия, это название напоминает нам о одном герое. Теперь давайте рассмотрим, что приходит в комплекте. Открывается верхняя крышка. Здесь находится конверт с документацией. Вот так вот достаем. Внутри конверта мы имеем несколько инструкций, которые обучают нас, как можно использовать. И обратите внимание, что здесь четко дается указание на китайском языке с помощью Google переводчика. Я перевел всю эту информацию, что здесь у нас нет скольжения по вот этому лепестку, а есть четкое прикосновение. Вот тапы. Раз, два, раз, два, три, и все работает. Дальше я вас научу. С обратной стороны находится инструкция, как правильно зафиксировать наушники в вашем ушке. Обратите внимание, что здесь амбушюры непростые. Они овальные, не круглые. Благодаря этому еще удобнее сидят в ваших ушах. Далее идет инструкция и гарантийный талон. Инструкция на китайском, внутри есть все параметры. Но я вам их и так озвучу. И вот наши наушники. Здесь они находятся вот в таком вот варианте. Снимаем пленку. Оставляем здесь. И посмотрите. Кейс черного цвета у нас на обзоре, но имеется еще дополнительно два цвета, которые сейчас вы видите на экране. В комплекте находится еще два конверта. В одном из них находится кабель USB на USB Type-C коротыш, сейчас я его покажу. И здесь находятся сменные насадки L, S, XS. Вот так выглядят эти два конверта. Вот он, наш USB кабель, небольшой. Его главная задача, чтобы зарядить кейс от любой зарядки. 5 вольт, максимально 2 ампера допустимо для этого кейса. Но у нас же поддержка есть и беспроводной зарядки, поэтому смело можно подключать. Для этого достаточно на любую беспроводную зарядку просто поставить кейс, и он начинает заряжаться. От беспроводной зарядки он заряжается 2,5 часа, а проводным методом он заряжается 1:20 часа. Кейс имеет квадратную форму с полностью закругленными краями со всех сторон. Установить его на какую-то из своих сторон просто невозможно. Падает как неваляшка. У него открывается верхняя часть. Крышка здесь не совсем, на мой взгляд, удачная, потому что она имеет определенный люфт без фиксации. Посмотрите, здесь вот есть углубление. Сюда в это углубление мы просто должны поддеть, и она с легкостью открывается. Но при этом она вот постоянно вот в таком вот состоянии дергается. Ну и не совсем меня это радует. Поэтому это первый минус, который я заметил. Нет, это не первый на самом деле. Первый это то, что он полностью из глянца, посмотрите. И я очень аккуратно во время тестирования держал кейс только на вот этой пленке, но с обратной стороны начали уже появляться легкие царапины. Вот если присмотреться, здесь такие
полоски, которые просто-напросто уже не устранить. Поэтому это его первый минус. Второй — это вот эта болтающаяся крышка, но крышка связана с активацией наушников, поэтому как только кейс открывается, загорается светодиод. Это еще один минус кейса, потому что очень тяжело понять, сколько здесь заряда. Не хватает каких-то дополнительных индикаторов, например, хотя бы 4, которые бы показывали в процентном соотношении, сколько осталось заряда. Получается, мы должны ориентироваться на вот этот значок. Открываем. Смотрим, ага, наушники заряжены, то есть зеленый цвет горит, значит все готово. Здесь еще имеется кнопка, она механическая, которая позволяет увидеть заряд. Один раз нажали, горит зеленым. Здесь еще есть белый и есть еще красный. Также, когда загорается два светодиода вместе, то здесь появляется такой интересный оранжевый цвет, зеленый и красный, вот они вместе загораются, это тоже о чем-то свидетельствует. Но вот этого тоже не хватает. Но не стоит пугаться этих минусов. Все остальное, кажется, будет на высоте. Извлекать эти наушники легко, потому что каждый наушник имеет лепесток, он топырится сверху, здесь в крышке имеется углубление, и вы просто этот лепесток вот так вот в бок и уже можете брать. То есть он на магнитах там сам по себе держится, наушники не выпадают, очень хорошо все и без проблем. Даже одной рукой вы можете постараться открыть, достать и извлечь, если вдруг вы находитесь за рулем, хотя будьте аккуратны, лучше остановитесь и извлеките наушники. После этого вот таким вот движением раз и одеваете. Основная часть корпуса внутри — это в матовом оттенке, внутренняя часть глянец. Но тоже не совсем удачное решение, потому что тоже начали оставаться уже вот такие вот легкие царапины, хотя пользовался им исключительно в перчатках и исключительно одними только наушниками. Возможно, когда вот так вот влаживал и оставил эти полоски. Поэтому, надеюсь, заказчик не будет вновь предупреждая его, что был очень аккуратен, но вот такая вот исключительная особенность кейса. Эдик, спасибо тебе за то, что вновь попросил нас помочь, и мы рады, что предоставил нам, то есть разрешил для обзора оставить и поделиться с нашими зрителями. Теперь можем знакомиться дальше. У кейса нет никаких надписей, кроме как сверху гравировка лазерная Oppo. Но вот если присмотреться здесь, под крышкой сверху вообще незаметно находится мелким шрифтом вся информация, включая какой зарядкой заряжать. 5 вольт, 2 ампера. Гнездо с обратной стороны, и что интересно, здесь находится светодиод. Во время зарядки этот светодиод светится оранжевым, но когда зарядится, светится зеленым, как сейчас на фото. На лепестке находятся магнитные контакты, и в кейсе находятся два торчащих коннектора, которые позволяют заряжать их прямо в кейсе. Если вы не хотите использовать сразу два наушника, он может полноценно работать в режиме моно. И я поделюсь с вами тестами, как он потребляет ток в стерео и в монорежиме. Дальше эти тесты, поэтому не перематывайте, но не забывайте, что всегда есть тайм-коды в описании под видео, если вы смотрите на YouTube. У наушников очень необычная и уникальная форма. Сами наушники имеют своего рода тоже овальную форму, помимо самой насадки, которая выглядит вот таким вот образом, и в ушах именно вот так она находится. С этой стороны лепесток у нас покрыт вот такой вот, как будто бы серебром, напылением, но они тем не менее черного цвета. Внутренняя часть из металла, и что примечательно, что здесь нет индикаторов. Но зато есть датчики, которые позволяют определить, находятся ли они в ушах, сняты или же наоборот их одели. Благодаря этим датчикам, когда вы извлекаете из уха, как на iOS, так и на Android, музыка останавливается или просмотр фильма, а если возвращаете, то музыка начинает воспроизводиться. С внутренней части лепестка находятся два контакта для зарядки, немного ниже обозначение, где левый, а где правый, отчетливо видно, и снизу находится отверстие для микрофона. В отношении микрофонов у нас здесь уникальная ситуация, в каждом наушнике встроено 3 микрофона. Основной отвечает за передачу нашего разговора, вспомогательные 2 для подавления шума во время прослушивания музыки и во время разговоров. То есть мы будем их тестировать в шумном месте, шум города, шум поезда и шум метро. Поэтому обязательно оставайтесь и за труды не забудьте поставить лайк. Звуковые каналы защищены металлической сеткой, как на наушниках Motorola, а там наушники, например, как мы используем Verve Buds 400, полный обзор можно посмотреть здесь в подсказках. Так вот, там защита от воды. Здесь тоже имеется защита IP54. Это защита от брызг и от пыли. Но даже на сайте производителя мелким шрифтом указано, что
лучше их защищать от попадания пота. Поэтому, ну, я не знаю тогда, для чего компания делает акцент, что они защищены на уровне IP54 от брызг и пота, но тем не менее предупреждают. Сейчас я вывел эту информацию, вставил, чтобы вы видели, что это не я придумал, это на сайте об этих наушниках. Напомню, что помимо одетых насадок еще 3 комплекта, поэтому вы сможете подобрать действительно любой вариант под любые уши. Читал комментарий одного из пользователей, что он одел самые большие и он все равно их не ощущал в ушах. То есть такая удобная форма, и кажется, будто бы они должны выпасть, но нет. При активном образе жизни, движения, махания головой, подняться, нагнуться, прилечь, они по-прежнему остаются в ушах, и на протяжении всего дня из-за своей вот такой вот простой, но тем не менее очень удобной и уникальной форме они не ощущаются в ушах и нету никакого давления на ухо. Поэтому все отлично. Если вернуться к 3 микрофонам, то отверстие основного мы увидели. Вот здесь находится. Здесь еще есть одно отверстие. Я изначально думал, что это отверстие для индикатора, но его здесь просто нет. Тут у нас находится еще один микрофон, а здесь находится внутри еще один, судя из тех снимков в разобранном варианте 3D модели этих наушников. Поэтому вот смогли они уместить сюда вот все эти новшества и характеристики. Эта гарнитура оснащена новым двухъядерным процессором и усовершенствованным алгоритмом управления микрофонами для активного шумоподавления. Интеллектуальная оптимизация помогает обнаружить и уменьшить шум, например, от шума метро или транспорта, проезжающего вокруг. Благодаря подавлению шумов до 35 дБ вы можете полностью погрузиться в прослушивание музыки. Это хорошо видно из рекламного ролика Oppo. Теперь о характеристиках. Производители добились установить сюда двухъядерный процессор. Установлен Bluetooth 5.0 с наименьшей задержкой как в YouTube, так и в играх. Также здесь установлен 7-мм, совсем небольшой, как на мой взгляд, звуковой драйвер, но меня удивила громкость. Ребята, громкость просто сумасшедшая. Реально, если вы не бережете свои уши, 100% громкость, которая, что примечательно, не хрипит на максималке, даже на басе, приятно удивляет тем, что просто вот отлично звучит, но очень реально громко. Я слушал на 50% громкости, и все равно для меня это было, ну вот, как бы хотелось бы потише, если говорить про повседневное слушание. Также здесь установлен всего-то маленький аккумулятор на 25 мА. Это впервые наушники, которые являются брендовыми, и я вижу такой маленький аккумулятор. Я обычно всегда думал, что вот если ты делаешь хорошие наушники, то, кажется, тебе нужно и по всем параметрам и критериям сделать их максимально востребованными, и, кажется, производитель не сильно заморачивался, потому что он думал, как сохранить компактность. И что вы думаете? 25 мА. На сколько же часов хватает? Сейчас я вам расскажу это в тесте этих наушников в режиме стерео и моно. А также расскажу, сколько раз можно зарядить наушники от полного заряда кейса. Кстати, производитель заявил, что в кейсе аккумулятор действительно большой, 480 мА. И его полностью разрядил и потом зарядил через USB-тестер. Обратите внимание, что зарядился он за час 10. То есть было заявлено, что в течение 80 минут. Но это если находятся наушники в кейсе. А так он зарядился за 70 минут без наушников. И емкость кейса взята и показана 453 мА. Также, если перейти в настройки, можно увидеть, какой тип кодека поддерживает. Изначально поддерживает кодек SBC, но в настройках возможно установить кодек AAC. Обеспечивает высокое качество звучания. Нажимаем «Активировать». И теперь устройство передает высокое качество звука с минимальной задержкой. Ну что ж, оба наушника сейчас уже заряжены до 100%. Мы выходим, смотрим, действительно ли 100, чтобы вы видели. Вот,
Oppo Enco W51 и начинаем тестирование. Запускаем YouTube Music и музыкальные треки. Вперед! 12:08, старт начат. Громкость устанавливаем на 80%. Прошло уже больше часа. Смотрим, сколько заряда осталось. Переходим в настройки. И заряда у нас 70%. За час 30% на 80% громкости. 2 часа. Буквально только что было 50%. И резко стало уже 40%. Продолжаем тестировать. Друзья, до конца осталось совсем немного, чтобы было 3 часа, но они уже начинают давать сигнал о том, что батарея разряжена. А вот и отключились наушники. Продержались они 3 часа и 12 минут. Я думаю, что маловато, кажется, но на 80% громкости-то слушали, и это очень-очень некомфортно. Я бы слушал на процентах 45-50, потому что запас громкости очень большой. Так что делайте выводы. Теперь будем тестировать, сколько проработает один наушник в режиме моно, по сути. Начинаем тесты. 20:36 запускаем тестирование правого наушника Oppo, для того, чтобы выяснить, сколько он проработает в монорежиме. Посмотрим сейчас заряд. Отображается 100% заряда. Итак, прошел час и 2 минуты, 70% в монорежиме. 2 часа 3 минуты, 30% уже заряда, один правый наушник. 23:56 отключились наушники. Итого у нас получается 3 часа и тоже 20 минут. Выходит, что как в моно, так и в стерео на 25 мАh аккумуляторы работают одинаково. Ну а теперь поделюсь своими тестами в отношении, сколько раз можно зарядить наушники от одного заряженного кейса, сколько раз. Я зарядил 3 раза и поставил заряжаться 4-й раз. Сейчас вы видите, насколько максимально вытянутый был заряд наушниками. 3 раза и 4-й раз до конца не дозарядился. 80% взяли, 20 не хватило. Очень неплохие показатели. 3 раза, практически 4 раза. Полных 4 нет, но 3 и 80% еще осталось. Каждые наушники заряжались. Если же использовать один, то будет еще лучше. У данных наушников на сегодняшний день, на момент обзора, есть 2 приложения. Одно работает только на устройствах Realme и Oppo, а второе работает на всех других устройствах на Android. Со вторым сейчас я вас познакомлю и покажу, как происходит соединение. Это приложение называется Hey Melody. Устанавливаете его, и прежде чем открыть, хочу вам показать, что пишут люди. Вот последний комментарий: смог обновить свои Oppo Enco W51, позволяет поменять тапы на них. Да, кто-то пишет хорошие отзывы, кто-то плохие, но давайте посмотрим, что будет, если запустить его. И после того, как вы открыли кейс, запускаете поиск и дальше смотрите, что происходит. После этого были обнаружены наушники. Нажимаем «Подключиться». И вот, пожалуйста, обнаружен именно черный кейс. И заряд кейса показан, и заряд левого и правого наушника. И указана версия прошивки, версия 120. В шторке никакой информации нет, но в приложении можно эту всю информацию посмотреть. Когда наушники одеваем, мы слышим легкое бульканье, которое не раздражает. Но вот если мы активируем режим шумоподавления, то этот голос начинает раздражать. Он на китайском. Послушайте. Это значит, что режим шумоподавления включен или же режим шумоподавления выключен. Он активируется двойным тапом по левому наушнику. Тройной тап по левому или правому наушнику вызывает голосовой ассистент на всех операционных системах. Раз, два, три, и запускается голосовой ассистент. Привет, как тебя зовут? Если ранее они были настроены на одно устройство, а потом вы их настроили на второе, то на первом устройстве достаточно отключить Bluetooth, а здесь, включив Bluetooth, нажать на подключение к этим наушникам. И происходит соединение. Но работать одновременно с 2 устройствами они не умеют. Режим multipoint в них отсутствует. Демонстрирую, как работают датчики при извлечении наушника. Играет музыка, я извлек, музыка остановилась. Возвращаю, музыка начала играть. Но на втором моем устройстве этого не происходило. То есть работает не на каждом устройстве одинаково. Поэтому если что-то у вас будет отличаться, например, вы в обзоре увидели так, а у вас по-другому или что-то отсутствует, не переживайте. Это способности телефона, прошивки и возможность подстроиться под то или иное устройство наушников и вашего девайса. Двойное нажатие по правому наушнику переключает трек вперед. Раз, два.
и переключение происходит. Переключение трека назад отсутствует. Увеличение громкости с помощью левого или правого наушника также отсутствует. Во время поступления звонка вы просто нажимаете двойным тапом по панели и принимаете звонок. Сейчас звонок я принял, и чтобы завершить его, нажимаю также двойным тапом. Звонок завершен. Теперь начинаем тестировать микрофон и его способности в отношении шумоподавления. Сейчас вы слышите звук обычный, как в обычной комнате, в тихом помещении, обычная тишина. Я разговариваю даже тихонько. 1, 2, 3, 4, 5. Как вы меня слышите? Сейчас это звук в студии. 1, 2, 3, 4. А это сейчас звук наушников. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я разговариваю немного громче. 1, 2, 3, 4, 5. Звук в студии. 1, 2, 3, 4, 5. Звук через наушники. Шуршу левый наушник. 1, 2, 3, 4, 5. И шуршу правый. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаю один из наушников в кейс. 1, 2, 3, 4. Теперь достаю левый наушник. Одеваю его. Произошел какой-то сбой. Поэтому повторяем тест. Влаживаю его назад в кейс и закрываю крышку. Наушники не разъединились. Теперь достаю левый наушник и влаживаю правый внутрь кейса. После этого веду переговоры уже через левый наушник. Во время этого теста выяснилось, что микрофоны в левом и в правом наушнике одновременно вместе в паре не работают. То есть либо работает один наушник, либо второй, слева или справа. Но когда мы один из наушников возвращаем в кейс, то автоматически все управление переходит и на микрофоны, и на саму сенсорную панель. Поэтому это хорошо. Стоит отметить, что на сайте производителя отмечается в отношении шумоподавления, что эти режимы и программное обеспечение настроено так, чтобы отсеивать более низкие частоты и средние. Но вот с высокими есть, наверное, какая-то проблема. Поэтому больше будет отсеивать, например, шум поезда, шум метро, вот таких вот звуков улицы. Но не совсем будет отсеивать хорошо, возможно, голоса людей. Давайте проверим сейчас, включив запись метро. Московского метро. Запускаю 30-ваттные колонки. Сейчас вы слышите звук в студии. Петличный микрофон, который записывает и улавливает. Естественная среда, на мой взгляд. Осторожно, дверь открывается. А сейчас вы будете слышать запись, уже записанную на наш микрофон. Метро начинает движение, поэтому я начинаю разговаривать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звук в студии. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кажется, этих тестов достаточно, чтобы понять, что происходит. Теперь давайте переключимся на шум поезда. Это звук в студии. 1, 2, 3, 4, 5, как меня слышно. Это звук через наушники. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Я вращаю головой, даже слегка хожу вокруг динамика. Напомню, это 5-ваттные колонки, имитация полная, как на той среде, в которой мы разговариваем. Теперь включаю шум города. Причем я буду совмещать сразу два видеоролика. Вот так вот вы слышите эти два совмещенных звука улицы и езды автомобиля в студии через петличный микрофон. А вот сейчас вы слышите звук уже через наушники. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Я передвигаюсь по комнате. 1, 2, 3, 4, 5. Хожу рядом с колонками 30-ваттными на уровне моей головы. Раз, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Кстати, сейчас я отойду на расстоянии 10 метров от телефона. Были ли какие-то прерывания? 1, 2, 3, 4, 5. И, наверное, и шум пропал. Хотя, думаю, вы сами все это и слышите. Сейчас я возвращаюсь. Я здесь. Итак, делаем выводы. Прослушав эти тесты, можно тоже сделать определенные выводы. Действительно, шумоподавление здесь справляется со своей задачей неплохо, но не хорошо, на мой взгляд, потому что когда достаточно тихо вокруг, то мой голос отчетливо слышно. Но когда начинается шум,
то и мой голос становится значительно тише. То есть шумодав начинает урезать. Но урезает он как-то этот шум так, что он все-таки остается просто на процентов 60 или 70 тише, если выразиться вот в таком вот варианте. Возможно, вы слышали, что есть такой режим, благодаря режиму шумоподавления, как режим прозрачности. То есть это когда вы одеваете вакуумные наушники, но при этом продолжаете слышать, что происходит вокруг. То есть микрофоны улавливают и подают вам этот звук. В этих наушниках режима прозрачности нету, поэтому не думайте, что вы сможете хорошо ориентироваться в пространстве, имея в виду, чтобы понимать, что происходит. Слушая на максимальной громкости, вы явно ничего не будете слышать в этих наушниках, что происходит вокруг. Поэтому не пренебрегайте мерами предосторожности и в отношении слуха, и в отношении внимательности. Пришло время подвести итог. По звуку они очень шикарны. Бас не давится даже на максимальной громкости. Минимальная громкость очень приятная. Несмотря на маленькую емкость аккумулятора, здесь все-таки очень хорошие параметры по автономности. 3 часа 20 минут в стереорежиме. В каждом есть не один микрофон, а аж 3. Всего 6 на комплект. Общий режим работы в кейсе с наушниками будет около 20 часов с включенным режимом шумоподавления. А если режим выключить, то около 24 часа, судя из тех тестов, что мы с вами провели. Потому что отдельно режим шумоподавления потребляет некоторый ток больше, потому что задействовано больше микрофонов. В отношении звука, когда вы слушаете музыку и используете режим шумоподавления, активируя его на левом наушнике двойным тапом, то он действительно убирает внешний шум, но больше именно вот шум улицы, метро и города. И что интересно, бас становится, как на мой взгляд, более выраженным именно в режиме шумоподавления. Во время разговора подавление шума активируется автоматически, оно нигде не включается и действительно справляется со своей задачей. Шум посторонний он убирает. Очень чувствительный микрофон, когда в обычной просторной тихой комнате или помещении, или даже идя на улице, он очень хорошо все улавливает. Можно даже записывать видео, ролики какие-то, если вы блогер, используя эти наушники. У кейса есть свои минусы, но они перекрываются своей ценой. Цена на момент обзора в полном комплекте, который я вам показывал, а дальше я вам покажу аксессуары, $65 49 центов. Это китайская версия. Если же хотите вариант подешевле, то тогда можно приобрести версию W31. Ссылки на эти наушники я оставляю в описании под видео. Теперь давайте посмотрим чехол и держатели. Черный силикон держится, внутри имеется карабин. У нас получился вот такой вот вариант хорошей защиты. Эта часть у нас тут слегка топырится. Есть отверстие для зарядки и имеется почти сквозное отверстие, но там есть слегка силикон для светодиода. Открываем. Вуаля! Есть защита. Теперь точно ничего не будет. Теперь покажу держатель. Держатель полностью выполнен из силикона, очень тягучий. Одевается все на лепесток и есть еще доступ к сенсорным управлениям. Теперь, если вдруг вы захотите их снять, не нужно искать кейс или бросать в карман, они могут просто повисеть у вас на шее. Эту часть закидаете сзади шеи, в случае необходимости извлекаете на какое-то время. Правда, если они находятся вне вашего уха, то тогда спустя некоторое время они отключаются. Я, правда, не проверял, через какое время. Думаю, вы не будете обижаться, если что-то где-то не так упомянул или оговорился. Не судите строго, но думаю, вы оцените труды лайком. До встречи в новых видео. У нас на канале все всегда вот так вот по-простому, но детально. Так что до встречи в новых видеороликах и не забудьте подписаться. Всем спасибо, пока.